Так, ну что, господа, доброе утро. Сегодня у нас 8 этаж, такой прекрасный вид. И здесь на 8 этаже у нас тоже есть ресторан. Здесь можно позавтракать, пообедать и поужинать. Такая зона, посидеть можно там посидеть с видом на море. Очень много еды, все то же самое, как и в других видео. Яичница, бекон. Чего только нету, овощи, сосиски. И, кстати, блинчики еще есть дополнительно. Ко всему, потому что там ябличное видео, йогурты, всякие фрукты, закуски, кукуруза, сыр, много видов сыра, ну, парочку видов сыра, колбасы. Пудинг есть, такие йогурты тоже очень вкусные. В общем, все то же самое. Фруктов, арбузы, яблоки. Это, кстати, не папайя у нас, это дыня такого цвета. Ананас каждый день, арбуз, но арбузы не очень. Бывает иногда, конечно, сладкие, вкусные сладают, но не всегда. Панкейки, сиропы к ним, вафли, хлеб, булки, круассаны тоже здесь все есть. Кексы разные. А потом здесь еще каши, там несколько видов. Такой детский стол, здесь такая яичничка сегодня маленькая, хлопушки, воробушки, ваши любимые, молоко. Вот здесь можно кофе себе сделать, сок налить, обычно пакетированный. Чашечку бы еще найти для кофе, а вот последняя как раз меня ждет. Ну и бар на все включено, как и во всех. Я вам показываю все то же самое, здесь одинаково идет по напиткам. Что, дорогие мои, всем доброго прекрасного дня из Дубая, солнечного. У нас отель Сентара, Мираж, Дубай Айфон. Так, сегодня у нас в бассейне опять активити. Очень активно, кстати, очень весело, атмосферу классно поднимают. Музыка играет, вот, все танцуют. Здесь же рядом с бассейном можно взять мороженка Баскин Роббинс. Раньше был только клубничный, теперь, смотрите, даже манго появилась, ванильный и шоколадный. Это все бесплатно тоже. Так, в ресторан мы сегодня ходили вот там, наверху. Так, сегодня у нас там с местами все занято было, мы подальше вот сюда переместились. Здесь, смотрите, обнаружили прикольно, здесь такие огромные навесы. Их, естественно, прям рано, наверное, все занимают. Прям классно. И там дальше такие навесы идут. Так, ребят, сейчас покажу вам обалденные предложения. Квартиры вот в таком комьюнити. Здесь виллы, есть лагуны. В территории есть просто абсолютно все. Теннисные корты, бани, сауны, хамамы, спортивные площадки, парковочное место, естественно, включено в стоимость. В некоторых квартирах больших, там, в дружках даже есть 2 парковочных места, парки, фитнес-центр, развлечения, кинотеатры, бассейны, в общем, все что угодно, все, что нужно для жизни. Все делается здесь, в Дубае. В общем, прилетайте, кто хочет. Я, если буду здесь, вас встречу, если нет, то мои коллеги, партнеры вас встретят. Все покажут, расскажут, какие есть варианты. С рассрочкой, что очень удобно, здесь от 25% рассрочки. И, допустим, после конца строительства есть тоже вариант, что вы платите еще и потом в рассрочку. То есть уже можно в аренду сдать и получать доход. Так, сегодня опять пришли в ресторан на пляже, здесь, который, как я его называю. Здесь очень вкусно. Пицца, салат Цезарь, вот бургеры у Полины, у Никиты. Девчонки вообще бургеры едят, не останавливаются, уж по 3 штуки заказывают. Рыбка тут есть вкусно, едят нон-стоп. Так, здесь заказ по меню делается, ресторан Sense называется. Здесь все очень вкусно, вот такие кальмары приносят. Давайте вам немного вечерней атмосферы бассейна. У нас недавно тут закат состоялся. Он, правда, в ту сторону, как море у нас там, а закат там не видно было. Сына тут плавает. Сейчас померим здесь водичку. Ну как, тут не холодно, Ники? Да нет. Красиво как. Ой, цвет-то у вас вообще на камере шикарный. Так, сейчас замерим, опустим прибор. Сколько у нас тут градусов. Здесь прикольно, что допоздна работает бассейн. Не надо в 6 там 7 покидать их. Ого, а что здесь так тепло? Сейчас я еще подержу. Посмотрим. 31 градус в бассейне. Ничего себе. А по ощущениям, да, что прохладная водичка. Потому что солнца нет уже, все, зима, вода в Дубае. Наступила. Это есть долго в любой Сегодня там бассейновых эмоций, как всегда. Так, сегодня у нас ресторан Уно, который под запись, который невозможно записаться онлайн. Мы записались офлайн. Это там, где у нас тайские рестораны, продолжение его здесь в Уно. Так, сейчас я вам покажу QR-код, где вы сможете сами меню посмотреть, а я вам так сейчас вкратце расскажу. Коктейль из креветок, вот я себе заказал, это вот так 3 креветочки, наверное, и 2 мандаринки, сейчас вам принесу, покажу. На суп дальше ни на что не смотрим, потому что это нельзя заказывать, что-то одно ты можешь сказать, либо салат, либо суп. В общем, тут еще цезарь есть, мясной антрикот, я вот хотел что-то из этого. Так, дальше пошли платные варианты, здесь картошка какая-то, здесь платно, все.
пошло. Ну вот, картошка фри еще бесплатно, можно сказать, соусы. Так, дальше, смотрите. Ну, макарошки обычные можно съесть. Потом опять все платно. Вот единственное одно блюдо из морепродуктов можно заказать. Но есть тоже одно но. Оно на двоих идет. Поэтому не дадут. Ну, еще потом бургеры. Вот. Что-то платно, что-то бесплатно. Десерты, в общем, есть. Ну, как бы, получается, еще пиццу вот детям можно заказать. В общем, можно заказать, получается, один салат и одно горячее, который мне понравился на двоих. Это как бы вообще ни о чем, не знаю, зачем люди сюда бронируются. Ну, я, естественно, что делаю? Я самый голодный пойду сейчас в основной ресторан и наберу себе супчика, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Я считаю, полный бред, такая жесткая запись сюда, и заказать толком нечего. Вот здесь все сейчас будут готовить. Вот, ну, дальше у нас шведочка пошла из тайского ресторана. Сегодня я уже, когда пришел, сразу проверил. Супчик том-ям. Мой любимый. И здесь, посмотрите, сегодня... О, прям видите, как шикарно. Креветки. Все, что там, что хочешь. Грибочки. О, смотрите, как шикарно. Вот, и вот я сейчас себе и возьму. Так, смотрите, здесь много разных салатов. Тоже можно себе взять. Здесь много чего вкусненького есть. Там дальше есть вкусненького. В общем, слава богу, есть под боком ресторан. Голодным не останешься. Рыбоньку можно попробовать. Холодная, дори, фиш, попробую сейчас возьму. Ну, смотрите, первым видео я все это показывал. Вот это я понимаю. Вот салатик. Смотрите, какой шикарный том-ям, например, вообще. Ну и самое веселое, вишенка на торте. Меня выгнали из этого ресторана, сказали, что здесь нельзя вот так это есть. Иди, говорит, там садись, ешь. Ну, я считаю, что просто полный пиздец, ребята. Мне просто даже есть там не хочется сидеть. Просто все настроение обосрали, вообще реально, просто жесть. Прям, фу, прям противно. Видишь, что я сижу, суп ем, уж почти доедаю. Я прибежал, сказал, что иди отсюда. При всех прям так, типа, мол, здесь нельзя так есть. Я говорю, у вас из еды что, либо салат, либо суп можно съесть, и все, больше ничего нельзя съесть. А мне так нельзя. Пошел он в жопу. Встал и ушел оттуда, из этого ресторана. Настроение испорчено. Это так назову. Жесть в отеле. Огромнейший минус, жирный ставлю за это. Вообще просто такой. Ну ладно, официант не будет показывать, ему еще достанет. Я все-таки, вы знаете, позитив, но, блин, но настроение обосрано. Очень неприятно. Я еще понимаю, у них было бы много еды, то есть, ну, блин, стандартно, да, ты выбираешь себе салат, суп, там закуски какие-то приносятся, потом горячие закуски, горячее что-то берешь. Здесь можно взять только одно блюдо, салат, либо суп. И одно горячее. И то, которое там более-менее нравится, оно на двоих идет. Ну, блин, я что, должен там сидеть? Хлеб есть, что ли? Просто жесть. Вот, вообще прям вот. Вообще, что вы об этом думаете? Конечно, может быть, там нельзя есть вот это, но если у вас нечего есть, я приду и поем. Так я вынужден уйти от своих детей, от своей семьи, от своих друзей. Сидеть есть один. Сейчас поем, пойду обратно. Кстати, по поводу том-яма. Каждый день он по-разному готовится. Сегодня много креветочек, много всего. Но вкус самого бульона, он не такой, как был вчера и как был в первый день. Тогда было вкусно, прям очень впереди, прям идеально все было. И насыщение, наполнение, и бульон. Вот последний раз я ел, был только бульон, не было, не говорю, вообще ничего там, просто пустой был суп. А сегодня бульон не тот, вообще никакучий, какой-то прям чисто грибной, но зато большое наполнение. В общем, первый раз был отлично. Видимо, повар меняется, поэтому... Кто-то если будет пробовать, имейте в виду, что каждый раз по-разному готовит. Вот здесь принесли мне гигантский мой салат из 3 или 6 креветочек и долек мандарин. Вот в поле вот хороший салат «Цезарь» большой. Так, ну и вот принесли тарелочку seafood. Но надо быть аккуратным, это на двоих. Одному главное все не съесть. И вот такие вот стейки. Туалет только на двоих тоже. Один не ешь, смотри. А то выгонят из ресторана. Так, в общем, они поняли, что тут самый голодный сидит с камерой, и начали вот приносить еще гарнирчики всякие, салаты, рис, картошечки, чтобы с голода не умер никто. Так, ну давайте как раз после этой ситуации в ресторане поговорим про сервис. Сервис тут, знаете как, ну на 3 с плюсом, наверное. 4 с минусом можно с натяжечкой поставить, потому что где бы ты что ни заказывал, тебе либо приносят больше всего, это, кстати, не минус, то есть они что-то ошибочно приносят, либо на другой стол относят, либо не приносят. Вчера мы потом пришли, вот в этого пляжа, который кафе, там посидеть вечером. Я заказал мороженое, без 15 было 11. Нет, да, без 15 11. И он говорит, что, мол, уже все, заказ не принимается. Вот. Хотя там напитки, по-моему, и мороженое можно. И я потом к другому, к шефу подошел, говорю, а где наш заказ? Он говорит, открыл такой лист, а его, говорит, нет в заказе.
Я говорю, блин. Он такой, и время 11, типа, уже нельзя заказать. Я говорю, как так-то? А, нет, или подожди, без 15 это было, по-моему, еще до половины, что ли, времени. Ну, в общем, еще 15 минут можно было заказ. Короче, тот чувак просто не внес заказ и ушел домой. И все. Вот, но этот шеф все-таки мне принес мороженое. Вот. И потом, они, знаете как, то есть время вот 11 им закрываться, они без 15 уже начинают собираться. Все огоньки со столов, все сносят, чтобы, видимо, в 11 уже просто чесать домой. То есть, ну, как-то и везде так вот, по сервису, кто что-нибудь заказывает, везде либо не приносят, там, рыбу, вот мне заказывал, вали как-то не так и не принесли, потом в другом на обеде. В общем, прям, ну, троечка. Ну, у них же, видите, как бы все включено в это, мало очень. Вот. Дубай, это не Турция, поэтому, видимо, семья отработана, не налажена. И вот так вот немножко, конечно, хромает сервис. Ну, ничего страшного, как я всегда говорю, не замечайте никаких мелочей. А так, если сравнивать, конечно, вот мы поехали за 380 тысяч, на все включено, 2 взрослых, 2 детей. Это у нас, блин, ну в Турцию сейчас такие цены на октябрь месяц. То есть это шикарно. Вот, но если вы сейчас будете смотреть по видео, да, как всегда, 3 ссылки, можете цены сравнить своего города, выбивайте состав, то дороже будет, почти 500 тысяч стоит, мы заранее брали, в августе, по-моему. Вот, то есть всегда берите тур заранее. Ближе к заполняемости отеля, ближе заполняемости к билетам, все, естественно, растет в цене. Так что вот так. Не, ну, такой цены вообще шикарно, пляж шикарный, погода шикарная, куча бассейнов, куча всего. Давайте еще вам заряд морских сделаем. Мне, конечно, больше нравится, да, открытая вода, когда волны прям идут, без этих закрывашек, скажем так. Но все равно, смотрите, классно, видите, и много рыбок, вода чистая. Сегодня и медузы видели, и рыбу, песчанку, которая по дну такая ползает, и больших рыб там много. И морских звездочек много. Классно. Горят вам морских, как всегда. Но не пенных. Пенных здесь не будет. Пойдем, зайчи. Так, вот сегодня ночью, кстати, что-то было слышно. Самолеты. Вот видите, он летит, он прям над отелем вот так вот чуть-чуть в стороне пролетает. Ну, прям слышно. Был в 7 утра, я даже проснулся от шума самолетов. Это поначалу не напрягает особо. А вот сейчас что-то уже напрягать стало. Когда мешает, уже напрягает. Где звезда ты? Кто-то вынул звезду. Скажи. Вот такие звездочки, их много. Это уже мертвая ее, видимо, приплюснул. Маленькие, большие. Да поле она все уже. Пусть плавает. Так, что у нас еще из минусов? Ну то, что вот эта вот территория очень длинная. Иногда прям не хочется идти на море. То есть далековато, если ты там расположился. Видите, как у Рио прикольно. У них прям там, видимо, бассейны. Да, вот здесь еще один бассейн, барная зона. Сразу пляж, сразу море. А здесь пляжная зона отделена. И лишний раз как не хочется идти. Мы вообще вот здесь не ложимся. Потому что тут ни одного душа нету. Получается, из моря вышел. Не опреснится, ничего. Если целый день, ну, как бы ходишь соленый, потом все натрется. Вот. Видите, какое вот это расстояние надо преодолевать. Получается, вчера мы вообще на море ни разу не сходили. Пришли, вроде жарковато было, после бассейна и до моря не дошли. А так вот переплавание ходим на море. Вот сейчас один раз сходим, все, наверное, уже опять больше не попадем. Это, конечно, минус тоже из-за этого расстояния. Они бы вот здесь бы сделали бы зону тут бассейна, ну, дополнительно. Плавно перетекающий в пляж, было бы прикольнее. В общем, у нас здесь в основном такая программа. Море, бассейн, мороженое потом. Как поле это быстро не ешь, чтобы горлышко не заболел. И потом мы второй полдня куда-то уезжаем все время. На Бурдж-Халиф, что в Дубай Молл, еще куда-то. Вы знаете, можно на такси сесть отсюда, доехать до метро. Это там 30 дирхам будет по Яндексу. Ну, можно за 20 по, как он называется, не Граб, а другое приложение. В общем, сейчас посмотрю, скажу. Там за 20 можно доехать. Либо местное на этом вызвать на ресепшене. Я думаю, тоже 20-25 будет стоить. Оно как бы самое дешевое, но и самое нормальное, тоже хорошее такси. В общем, как удобно. Можно Яндексом, можно этим. И получается, по минусам отсюда вы можете уехать только на такси. До метро или еще куда-нибудь на ту сторону, как остров, и дорожка идет. Когда мы жили в Шардже, вон там, вот в том отеле Шардже Бич, мне понравилось, что там шаттл ходит, автобус, прямо от отеля. То есть ты выходишь, каждые полчаса, по-моему, сел на него и поехал до метро. Прикольно. Можешь в метро выходишь, все, там купил себе и поехал. Хочешь на Пальму, хочешь на Марину, хочешь на Полину. В общем, куда угодно можно поехать. Это удобно, это прикольно. Вот. Блин, мне на самом деле вот состояние отеля не очень важно. Значит, по барабану там на питание, на это, на все. Не согласен, что море было хорошее и локация удобная. Я бы вообще, ну, чисто если не заморачиваюсь, я бы поехал бы в Шардже. Мне очень понравилось там море, там реально как на океане находишься. Прям вот кайфец. Здесь вот как такое, знаете,
заводь такая, мне она не очень нравится. Ну, а зато, наоборот, многие любят с детьми. Так вот, с детьми, кто любит спокойнее такой отдых, я расположу. Ну, чтобы вот боятся люди волн, некоторые там живности какой-то. То есть сюда, в общем, выбирайте вот так вот. По номерам я вам так его и не снял, потому что убираются у нас во второй половине дня, когда мы приходим, это уже темно. И первое это заселение, когда мы приехали, тоже было темно. Но я вам отсниму. Вот, но номера очень сильно пахнет сыростью. 21 года отель, свеженький. Вот, не знаю почему. Вот, и такой ремонтик, знаете, такой, как будто, я не знаю, отель год 15-го, наверное, 12-го. Розеток вообще ни хрена нету. Вот там пару розеток, одна под зеркалом, одна в ванной, куда входит обычный штепсель. Поэтому берите с собой переходник или ресепшн попросите и удвиньте на 5 розеток. Вот я раньше брал в Дубае, когда летал, в этот раз что-то забыл. Но у меня есть все равно такое устройство, я вставляю вилку, и у меня там выход на 75 ватт на разные зарядки USB, Type-C и все остальное. Конечно, очень круто, что здесь сделана ленивая речка. Мы каждый день сюда ходим, столько веселья вообще и детям, и взрослым. Вот Полька сегодня пошла на горки. Наличие небольшие, меня не пустили, сказали, что вы слишком большой, сломаешь. И сейчас Полюсик оценит нас. Давай. Горка маленькая, а страха у Полины в глазах прилично было. Ну как, страшно? Нет. Нет? А я боялась. Давай в черную трубу. Нет, я... Да, она Поль маленькая. По минусам здесь реально нету ни одной переодевалки. Вот один душ я нашел в том конце пляжа. Он есть. Ну, не пляж, а вот, видите, вот этой зоны, не возле моря. Но переодевалки реально ни одной нет. Я вот так сейчас помылся. Из полотенчика надел, практиковал йогу на одной ноге. Переоделся. Там помылся, вспомнил, что я забыл шлепки. И нет деревянных дорожек. То есть не шлепки этот. Забыл футболку свою там на зонте. И нет деревянных дорожек. Сейчас опять ноги пачкать. В общем, вот такие вот дела. То есть вот это, видимо, должна была быть переодевалка. Но там нет переодевалки, там с двух сторон пусто. В общем, сейчас у меня как бы желание, вот с удовольствием бы в Рио переехал бы. Мне еще Женя говорит, надо было 3 дня тут взять, 3 дня там. Вот, как бы это дороже, уже разбивать тур надо. Но я прям с удовольствием туда переехал, протестил, что там. Потому что минус тут как бы дофига на самом деле получается. И, ну, я уже сейчас могу задаться вопросом, вернулся бы еще раз в отель. Не вернулся бы. Я поехал искать другой, то есть тот же самый Рио бы съездил, протестил. То есть, не знаю, по мне даже вот в Шардже мне больше как-то нравилось. Хоть он вообще дешевле намного, такой похуже. Ну, как-то, не знаю, там по-другому как-то все было ощущение, вот, реально, как ты на океане находишься. Отель хороший здесь, все. Мне что-то прям нравится, все хорошо. Ну, немножечко не мое. Так реально все нравится. Вот. Не, если по варианту будет там Рио, допустим, и этот отель там дешевле, я сюда поеду. Вот, нет, ну я в любом случае поеду в Рио, потому что мне надо протестить, вам показать, поснимать, в общем. Ну и по остальным покататься тоже, поснимать. На гамонике есть, все хватает. Но настройки тоже очень маленькие, подключаешь очень-очень быстро подключается. Это как бы уж мелочи, можно сказать, придираемся. Вот, но раз пошла такая пьянка, по всем минусам пройдем, что делать. Ну, как бы я в любом случае всегда по всем минусам, которые вижу, прохожусь. Вот. Вот сейчас у нас с вами 11 октября, то есть вот позже можно ехать в сентябре. Я думаю, этот отель будет слишком жаркий из-за этого расстояния до моря. Мне кажется, вообще ходить не будешь. Там один раз сходишь, все, тут жарковато будет. То есть надо, чтобы все ближе было по локации. Не, вот здесь внутри все очень круто, все здорово, атмосфера обалденная. То, что много разных ресторанов, плюс то, что все включено, там и тоже приятно. В общем, посмотрим, по другим еще поездим, по все включено и сделаем. А вы это уже потом. Уже самый большой минус — это очереди в ресторанах. То есть ребята стоят, они шли минут 10 назад, я уже искупаться успел, помыться успел. За футболкой сходить туда-сюда, 2 раза ноги помыть, они все бедные стоят. На улице, да, вот есть места, пожалуйста, тут жарковато, хочется передохнуть. Немножко клима зайти, с кондеем отдохнуть. И, конечно, очень долго еще ждешь, все время закаты, и много чего не приносит. Здесь им реально нехватка персонала идет, 100% нехватка территории, то есть этот ресторан должен быть так раза в 2 больше, потом уже вся эта зона идти. И ну, с большим количеством персонала это все дело работало и справлялось. Вот. Потому что место есть, территория огромная, это просто не рассчитали. То есть архитектор, который считал, он, видимо, на все включено никогда не был, и не рассчитал просто количество отдыхающих на количество трапезничек, тех, кто хочет поесть. Ну, то есть реально нет неправильный расчет вообще отеля по количеству отдыхающих, количество мест. Вот мы уже пошли, уже хотим сесть.
Мол, давайте мы сядем, а вы пока убираться. Нет, говорит, нельзя садиться, мы убираемся. То есть, видите, столы стоят и накрытые. В общем, вот так вот все. По-честному. Но что касается самой еды, все очень вкусно. Рыба вот эта обалденно вкусная, бургер вкусный. Кальмары вот тоже просто вообще очень вкусно. Немножко, конечно, пересоленные, но по мне самое разное. Так все, конечно, каждый раз едим, прям вообще очень вкусно. Пицца здесь шикарнейшая. В общем, подождать стоит. Так, и вот во второй половине дня мы снова покидаем отель. Отправляемся сегодня на GBR Beach, на Марину. Там же мы покатаемся сейчас на чем. Так, отправляемся сегодня в новую поездку. Яндекс Такси, пожалуйста. Вот такие есть машины ездят. 160-180 дирхам. Но это далеко нам ехать, почти час. Отсюда мы сейчас поедем на GBR, Дубай Марину, покатаемся. Трехместный Якон. Жалко, что не патрол. Да, я тоже. Так, ну вот мы и добрались. GBR у нас, бич. Там сейчас будет. Там слева Марина. Пойдем сейчас по GBR прогуляемся. Так, если будете в Дубае, обязательно приезжайте на GBR погулять. Можно здесь пройтись. Там по набережной, потом здесь по улочкам погулять. Потом туда пойти, через мост и на Марину попасть. Дубай Марина. И там можно на корабль кататься. Здесь так ветерочек такой дует. Приятно. Здесь такой газон, травка. Он Blue Waters. Райончик. Вот мы в прошлый раз вот здесь жили, Дельта Мариот, Джумейра. Есть и парк, есть и пляж. Люди вон, правда, в пляжных одеждах ходят. Кто-то он загорает до сих пор. Еще когда мы тут жили, мне очень понравилось. То есть ты выходишь, что здесь у нас свой пляжик был, ну как без шезлонгов. Ну, зонт тебе дают, там этот полотенце. Здесь покупаешься, здесь очень удобная локация, отсюда все рядом у тебя. И Марина рядом, и все, и да, Бурдж-Халиф, в принципе, недалеко. Пальма вон она вообще вот здесь светится. Локация топчик. Ну, когда с детьми, то, конечно, лучше куда-нибудь подальше, на все включено. Ледяное прям. Мороженка можно купить 25 дирхам, 20 мирхан. С начинкой из клубники и банана. Давайте посмотрим, сколько у нас. Такой 25, но очень вкусный. Никита, вкусные? Да? Тебе понравилось? Так, 25 дирхам, это у нас 650 рублей. Или 230 лир. Кто мог заметить? Или $6 и 80 центов. Площадки всякие для детей. Зеленый, песчаный. Да, конечно, надо приезжать днем, чтобы покупаться, оценить местный пляж. Здесь, кстати, многолюдно бывает. Смотреть тоже на колесо. Сейчас, кстати, смотри, колесо немножко двигается. Потом перестало двигаться. То ли от ветра, то ли тестируют его потихонечку. Можно здесь по мосту еще, вот по этому пешеходному перейти туда, на Blue Water. Мы сейчас пойдем налево, туда, в сторону Марины. Так, здесь в Дубае, смотрите, прикольно. Стоят такие автоматы. И здесь можно подойти, попить, налить себе бутылочку воды. Бесплатно это много где происходит. Типа фильтрованная, чистенькая. Ну, все пьют, я в прошлый раз тоже пил. Вроде нормально, живой остался. Так, ну дальше по такой дорожке проходим, и мы оказываемся с вами возле Марины, Дубай Марина. Можно так через мост перейти и на ту сторону. Что сын хочет сказать? Арендуй мне электросамокат. Ага. Ноги болят. Приложение поставь. Да, давай. И арендуй. Так, и здесь на Марине тоже стоят такие аппаратики. Водичку наливаете. Я Бутылку подносите, а вот здесь такой датчик рядом. Полин, не балуйся, да. И пьете. А смотрите, как можно намочить руку. Не надо, Поля, вот баловаться не надо. Детская площадка тут сделана под мостом. Заходишь, играешь. А мост специально как навес, чтобы не напекло. Здесь есть такие будки, можно билет купить, но там что-то непонятно. Во сколько, куда отправляется, начинать стоять разбираться. Мы, как всегда, от Туристина Дубай. Они нам сказали, что куда приезжаете, во сколько приезжать. Все, билеты онлайн выслали с QR-кодом. Мы просто дойдем, покажем там локации, как от метро добраться. Все подробненько рассказывают, очень удобно. Прям на WhatsApp им пишите. По-русски отвечаю, оплатить можно русской карты. Огромный плюс. Криптой можно оплатить, долларами. Чем хотите. В общем, все виды. Под видео оставлю, как всегда, ссылку. Ну, вы же знаете, Туристина Дубай. Вот, на Инстаграм, на Телеграм, там, на сайт. К ним подписывайтесь. И по ценнику это будет по-любому дешевле, чем вам здесь напрямую взять от местных этих операторов, кто отправляется. Я уже проверял во все парки, куда мы ездили, везде цена на 15, 20, 30 дирхам.
дешевле. Можно вертолет у них взять, можно частную яхту взять. Очень молодцы ребята. Я вот тоже умудряюсь, как они вообще додумались. Если ты приходишь на Бурдж-Халиф, вот мы вчера с ним ездили подняться, купаешь там билет. То есть как вот можно сделать так, чтобы у тебя был дешевле? То есть там то ли объемами надо огромными покупать. Все работает, приезжай, QR-код показывает, отлично, пропустили нас. Все, сказали, какое время лучше приехать, чтобы меньше народу было бы. Вот, поэтому они молодцы. Все, и скажут вам, куда лучше ехать, куда лучше не ехать. И вообще там по вашим запросам. Поэтому пишите, красавцы ребята, очень правильно все делают. Мы вот и в тот раз приезжали, с ними катались. И вообще в 2008 году я с ними уже общался. Такие, скажем так, старожилы рынка Дубая. Здесь же у нас есть торговый центр Марина Молл, много магазинов всяких. Тут и перекусить можно, и шмот купить, электроник тоже есть. Заходите охладиться, подзакупиться. В общем, приятно тут. Банкомат тоже, кстати, есть. Минпэй можно снять. Дирхамчик себе. Так, вот у нас здесь Марина Молл. Кстати, кто не знает, туда заходишь, спускаешься на подземную парковку. Там можно купить алкоголь, но только по паспорту. Так, здесь заходим внутрь, регистрируемся, получаем посадочный и отправляемся. Вот на такой красотке гигантской. Мы сегодня поплывем. А нет, не на этой красотке. Вот на этой я так и знал, потому что там катамаран, 3 таких этих штуки. Вот на такой гигантской красотке мы сегодня поплывем. Это у нас катамаран гигантский, там снизу 3 таких понтона огромных. Катамараны, они вроде более устойчивые, более плавные по ходу. Hello. Так, давайте быстренький обзор. Можно внизу сесть, но мы, наверное, наверху сядем, чтобы просторно. Hello. Или фото. Это можно делать фото и потом на зеленом фоне себя отправить куда-то. Так, обзор сразу не снимать. Так, там у нас кухня, скорее всего, стол. Сейчас, в общем, все увидим. Так, поднимайтесь на 2-й этаж. Здесь у нас тоже шведский стол, такой бар. Мы брали в этот раз без напитков. Нам не надо. С напитками на 100 дирхам дороже было. Так, ну шведочку я попозже вам поснимаю, а вдруг еще открывать нельзя. Выглядит меня. Как у нас на верхней палубе классно. Сейчас здесь поплывем. У нас большой стол тут найти. Давайте я вам обзорчик еды сделаю, а то вдруг кто-то соберется. В общем, здесь суп, булки. Пока никого не думаю, надо поснимать. Так, это у нас нудлс лапша какая-то. О, я как раз проголодался. Так, здесь у нас что такое? Картошечка. Здесь у нас так, здесь тейбл-стенды есть. Vegetables. Кстати, а что-то пахнет такой, знаете, индийской кухни какой-то. Здесь рыбонька, я так понимаю. Очень аппетитная. Здесь вообще в Дубае на рыбу присел каждый день, ем кальмар, рыбу. Так, это мяско какое-то. А, нет, курица. Так, тут у нас что такое? Тоже курица какая-то. Вот здесь рис. По напиткам соки, вода, алкоголь отдельно. Я сказал, здесь тоже что-то будут готовить, наверное, как в прошлый раз. В прошлый раз мы на мега-яхте ездили. Здесь салаты. Салаты. Так, ну мы уже отчалили. Проплываем Blue Waters. И тут тем временем уже готовят макарошки с чесночком. Очень аппетитный аромат. Это вот мои как раз с белым соусом. Тут у нас секс-айфон живой. Такая атмосфера. Мы уже уплыли из Марины. Марину мы как-то быстро проплыли, я даже не заметил. Ну тут пока есть едой, как бы все началось. Здесь стол уже открыт. Трапезничек. Тут у нас еще фруктовый салат и десерт. Тут на мега-яхте было получше питание, побольше выбора, повкуснее даже. И сама программа, мне кажется, как поинтереснее была. Сейчас посмотрим, что дальше. Но мне как дальше ничего особо не выйдет. На мега-яхте там крыша опускалась, там всякие шоу были. Вообще прям весело было, мы танцевали там. Вот, поэтому посмотрите, кто не смотрел. А здесь мы просто вот плаваем, тихонечку едим, как, знаете, так, больше как ресторан на воде. Но мы сразу сказали, что в прошлый раз нам было очень активно, мы хотим поспокойней. Вот нам вариант поспокойней. Тут у нас еще кола, фанта, спрайт, чай, кофе под десертом. Ну, на мега-яхте мне, если честно, больше понравилось, как поинтереснее, питание получше. И вообще сама программа более интересная, хоть и активная, но интересная. Вот выбирайте, кому поспокойнее, кому поактивнее. Но на мега-яхте мне лично прям намного больше понравилось. И вокруг туда пальмы мы ходили. Здесь по Марине, в море выплыли, и в Марину зашли с другого хода. Тут сейчас...
Так, ну обратно мы доехали на дубайском такси через приложение вот это Карем. Прям я вызвал, приехал, это 7-местная машина большая. У нас получилось 115 дирхам. Это 3000 рублей или 31 доллар. Это на Яндексе где-то на 0,7 дороже было, там 180 он показывал максимальная цена. Но это на 7-местная машина, обычная дешевле. Местное такси удобно. Вызываешь Каремом этим и все, и приезжает. Ладно, смотри, что надпись РТА была, тогда это официально считается городской. Так, здесь у нас ресепшн, лобби-зона. Спускаемся на минус первый этаж. Так, сегодня на ужин отправляемся в тайский ресторан. Иногда здесь появляется очередь, прям в самый час пик. Но быстро проходит, и что на улице мы все сюда без очереди. Я вам сразу буду снимать, потом объединять, возможно. Смотрите, том-ям. Количество креветок, вы смотрите, просто все в креветках. Так, здесь еще биф, супчик. Просто черпаешь, не знаешь, как зачерпнуть так, чтобы креветки не попали. Так, здесь у нас хлеб, масло, свеженький, с изюмчиком, с чем только нет, здесь лепешечки. Так, холодный стол, салаты разного вида здесь. С томатом, вот смотрите, кстати, с этими с морепродуктами. Здесь тоже мясо, колбаска, жареные овощи. Здесь у нас что-то с чем-то, очень надо пробовать. И финики, и семена всякие есть, и чаи, личи, бобы, перчики разного вида, сыр. Большой выбор, на самом деле, я вот уже набрал. Снимаю вам, это у нас тайский ресторан вечером. Так, здесь рыбка типа. Уже подошли подписчики, поздоровались, я прям удивлен. Так, здесь еще по меню, что ли, видимо, можно. Сейчас разузнаем. Картошечка фри, очень аппетитная. Макарошки. Так, тут у нас что? Мяско, гречка прям, курица там, картошка. Картошка особо можно и не снимать. Так, там зал, тут раздача. Я вам снимаю, вот мы только прилетели, пошли на ужин, и я сразу в бой, сразу начинаю все снимать. Так, здесь еще у нас сахар, всякие соус, добавки. Здесь, смотрите, тоже берешь такую штуку и заливаешь ее. Получается у тебя еще один вид супчика, это я в следующий раз попробую. Так, по бару, что у нас тут? Алкоголь, пиво. Вот там все это крепкие напитки, сейчас узнаю, попозже рассказывал. Пиво с вином точно бесплатно. Так, ну поскольку это тайский ресторан, пиво здесь тоже тайское. Чанг. Я, правда, не пробовал такой, пока был в Таиланде. Сейчас попробуем. Давайте, с приездом. Так, десерты, смотрите, тут пирожные всякие есть. Выбор небольшой, должно быть очень вкусно, потому что салаты были очень вкусные. Том-ям просто шикарнейший был. Как будто я в Таиланд только что слетал. Здесь вообще как бы хозяин там сеть тайская, поэтому здесь все должно быть очень вкусно, что касается Таиланда. Так, что у нас тут? Апельсины, фрукты разные. Так, здесь еще умали, какой-то десерт. Фруктовый салат. Здесь у нас не подписано, что это такое. Яблоки, сливы. Так, вот так для обзорности. Вот там ходили, здесь еще очень вкусно все должно быть. Так, здесь со специями стеклянная лапша, и вот эта курочка должна быть очень-очень вкусная. Так, там у нас карри, курица, здесь просто овощи не будем открывать. Так, и здесь еще мясо. Если по виду вижу, что вот эта курочка будет очень-очень вкусная. Так, вот зона, где посидеть можно, внутри, можно и снаружи. Так, давайте тарелку припаркуем. Ставьте лайк, обязательно пишите комментарий, поддержку. Стараюсь, снимаю для вас. Так, это у нас что такое? Это рыбка какая-то с соусом. Выглядит аппетитно. Это у нас мясо. Здесь у нас что такое? Курица. Так, там рис. И чипсы такие, типа кукурузных, но очень-очень вкусные. Так, ну вот и все. Ну, очень вкусно все. Сейчас я рыбку еще возьму, попробую. А, вот здесь написано, что эта еда приготовлена исключительно для ресторана Uno Mas. Это надо читать через ресторан. Вот это, по-моему, не относится к этому. Картошечка есть. Курочка, вот видите, прям снимал я, нет, прям такая аппетитная. Здесь зона, видите, так все приятно, расслабленно, такая вечерняя атмосфера. И мы вот здесь на улице сидим возле речушки. Приятный ветерок обдувает, вообще не жарко, отлично прям. И там еще есть детский стол, кстати, забыл вам снять. Так, ну что, у нас сегодня последний день. Завтра, после завтрака уезжаем. Возможно, идем попрощаться с морем. Обычно мы вот реально здесь один раз приходим на море. То есть вот мы шли с утра, часов 11, получается, поплавали. Потом пошли охладили в бассейн.
И все, и больше мы сюда не доходим. Ну, я так понимаю, что тут расположен пляж, как я вам вчера объяснял. Вот видите, какой Рио классный. Пляж, сразу море, ну, как и должно быть. Там сразу басик, вот здесь басик, бары. Там у нас территория. Ну, вчера туда надо поехать. А вообще хочу открытый. Вот прям сегодня даже была мысль поехать в Шарджу, про которую я вам рассказывал. И чтобы вот открытое море было вот без этих вот перегородок. То есть это сделано, чтобы остров не размывал, поскольку он насыпной. Мы с вами находимся на насыпном острове, на всякий случай, я вам еще раз расскажу. И там как такая дамба, там есть переливы, чтобы вода не заставила, все это сделано. Но нет вот этого волн, вот этой естественности. Морской пучины, чтобы пенных заряд вам передать. Вот, поэтому вот так вот. Все. Заряд вам пенных. Сейчас оставляю вас на берегу. Вот тут рыбки. Кажется, что много народу, но мы обычно раз и вот здесь вот и вот там плаваем без народу. Вот там вообще посвободнее. Ну так всегда ощущение, когда прям смотришь, когда заходишь, более-менее нормально. Смотрите, здесь у нас в баре можно взять кокос. 35 дирхам стоит, и оплатить можно Union Pay картой. Представляете? Просто ее только надо вставить обязательно. Терминал не прикладывать. И бесплатно. Шанс. Ребят, пробовали, говорят, вкусный. Коль, ну что, вкусный кокос, парень? Дай попробуй. Правда, очень сладкий прям вообще. И потом внутри можно еще будет есть. Ложку надо взять деньги. Сейчас прогулялся до ватерспорта. Хотел спросить, может у них кайты есть на прокат. Кайтов нету. Можно, кстати, брать с собой. Прикольно здесь кататься. У них есть акваланг. 500 дирхам стоит час 30, что ли, он сказал. Вот. Ну там еще плюс 100 за оборудование, что ли. Вот. И доска еще есть. Там электрическая такая. 500 дирхам за 30 минут. Ну, много что там есть, в общем, если что. Кто любит подходить. Но гидриков нету, что-то не увидел я гидриков. Так, ну давайте под конец отдыха я вам сделаю обзор нашего номера. Здесь вход в соседнюю дверь. Ну там открываешь, там еще одна дверь. Здесь у нас гардероб. Здесь у нас проход в туалет и ванну. Вот так вот развернемся. Зеркало. Здесь у нас управление блок кондеем. Двухъярусная кровать. 1-2. За этот номер мы доплачивали еще. $250. Здесь у нас холодильник. Не мини-бар, то есть ничего не пополняется. Сейф бесплатно. Вот, один раз в день пополняют. И чай, кофе. Вот набор есть. Мы тут не пьем чай, кофе. Так, потом для чемодана место хранения. Телевизор. Тумба-юмба. Так, по бокам 2 тумбочки. Да, это большая кровать. Смотрите, видите, вот здесь есть розетка. Вот куда можно ставить обычную вилку. У меня вот такой хокка. 5, 6, 7 устройств. Одна штука и вторая. Эта тема выручает обычно, чтобы вентиль с собой не таскать. И потом есть USB-шники такие. Потом, возле кровати ты обычную розетку уже не вставишь. Не сюда, потому что здесь она тоже специальной вилкой такой тройной. Не сюда, здесь только переходник. То есть, если у вас переходник, берите с собой такой переходник. И удлините, либо вот такие вот хокка и переходничок. Ну, можно другой фирмы. Но вот это у меня еще 75 ватт, даже ноутбук заряжает. Так, и вот так вот с розетками то же самое. Но благо вот еще USB-шники есть. Но сейчас все современные гаджеты тоже не USB, а Type-C. Естественно, их сюда уже не ставишь. Так вот все это происходит. Вот наш номер еще раз. Блок про кондеем. Там вот выход сам от кондея. Кондей хорошо работает. Плавненько дует. Еще стол, стулья и выход на балкон у нас. И, конечно же, наш прекрасный шикарный вид. Уже могли его видеть. Большой бассейн. Вон тот бассейн, где мы основном купаемся. Здесь, кстати, высота небольшая. Сантиметров 80 или 100, ну очень мелкий такой. Вот, там речка ленивая, детская площадка, детский бассейн. Вот, там бар. Вон там еще бассейн, который на пляже огромный. Там песчаная зона, вон там вот. И еще маленький детский бассейн. Там, по-моему, даже лежаки где-то на травке можно поставить. Пустыня. Насыпной остров, скажем так. Вот там какой-то парк. Видите, огромное количество машин. Там бич. То есть Iceland Beach, прям вот это сам у нас все насыпной остров идет. И там вот уже открыли этот пляж. Вот так вот. Там уже Шарджу видно, там Дубай. И здесь у нас балкон еще. Страна все время теневая. Он где-то вот там встает и где-то вот там заходит. Прикольно сделано, что у тебя вот здесь тенечек. Летом жару вообще нету. Скажем так, яркого солнца. Ну, так, знаете, и так, в общем, есть. Но, в общем, правильно, они все продумали, как всегда. Там лобби-зона, туда мы ни разу не выходили. Там горки, кстати, еще. Так, вот такой вот номер, пропан, пишите. Так, и давайте санузел вам покажу. Раковина, все здесь у нас свои зубные щетки. Здесь есть боди-лосьон. И, кстати, вот еще, да, вот здесь еще одну зарядку можно ставить. Тут там на 115 вольт, на 240. Туалет и душевая кабина большая с оптическим ливнем.
По минусам здесь не работает вытяжка. Вот видите, все в этом. Паром, так скажем, конденсат сел. Вот, и помоечки, все это так и стоит. Вот, и сильная влажность еще в номере. Да, кстати, вот доска есть, фен есть, халаты есть, коврики есть, даже вот помолиться там, намазать или что там сделать, этот утюг. И все время влажность в номере, ощущение, как будто плесенью пахнет. Такое вот. Поэтому надо проветрить, а потом кондеем охлаждать, высушивать помещение. И здесь, кстати, вот еще одна комната. Опять же, в соседний номер здесь можно, видите, так снять, наверное, целый этаж. И так вот все пооткрывать. Ну что, у нас прощальный ужин с этим отелем. Завтра утром улетаем. По идее, конечно, 5 баллов вообще ставлю смело. Все очень вкусно, что а-ля-карт ресторан. Ну, не а-ля-карт, я так называю, по меню. Тот, который на пляже. Здесь тайский, обалденный. Вот рыбка сегодня в кляре, просто шикарнейшая рыбу. Каждый день ем вот такой. Берите и в кляре, и без кляра она и жареная. Она очень нежная, без рыбного вкуса. Прям очень-очень вкусная. И сегодня еще новый суп какой-то появился. То есть ты берешь мисочку и заливаешь его сам бульоном. И курица там еще. Не помню, как называется. В общем, какой-то карри-суп тайский. Ну, очень вкусный, такой сладенький привкус у него. Яйцо тут, лапша. В общем, по идее, обалденно. Что здесь, что там. И на 8 этаже, кстати, поужинать. Так-то ни разу не сходили на 8 этаж, но позавтракали. Я думаю, там тоже должно быть очень вкусно. Прикольно, что много разных ресторанов. Очередь, как бы уже с этим смирились. Принц пришел, там 5-7 минут постоял. Здесь иногда днем на обед туда бывает много. Здесь в тайский ужин много народу стоит, а днем на обед туда все идут, на пляже. Вот. Поэтому, уже привыкли, как бы нормально, уже не обращаешь внимания, как норму воспринимаешь. Потому что как в Турции такого нет, да, в основном там и в других, в принципе, в Египте и в странах. Вот. Ну и в Дубае, в принципе, тоже такого не было, когда мы были. Поэтому привыкаешь к всему. Так, питание, конечно, классно. Так, скоро нам улетать. 12 часов номер освобождать. Отель продолжает поливать негатив. Как так получается, нам скоро улетать. Получается, мы пошли поплавали в море, как обычно, в басик. А там, оказывается, помните, я вам говорил, с 11 только детям можно. И вот ребенок каждый день плавает в бассейне. Потому что позже у нас получалось. Сейчас нам надо быстренько все сделать, уезжать. И нас выгнали из бассейна. Причем, когда отсюда заходишь, каких-то тейбл-стендов нету. Я вообще даже, кстати, просто по слухам знаю, что он с 11. В общем, нас выгнали, а Поля не понимает, как так каждый день можно было, а теперь нельзя. В общем, я объяснил, что после 11 можно. То есть до 11 можно идти туда, в лягушатник, где 50 сантиметров. Там неприятно плавать. Вот, я же один не буду плавать, мы с Полей в итоге вместе вышли. Вот, поэтому вместо того, чтобы плавать, мы будем сейчас на лежаке лежать. Это тоже неприятный момент, непонятно, зачем это сделали. Целый день плавают там все, кто хотят, а вот до 11 только взрослые. Тоже, в общем, неприятно немножко. Как бы есть такие незначительные минусы, но все равно непонятно немножко, зачем это сделано. Чтобы с утра люди релаксовали. Без детей. Что, Поль, сиди здесь, я пошел плавать. Безумный, как это так? В общем, такие мелочи, как бы, немножко подсмазывают иногда. Отдых, особенно под конец, конечно, не для меня, я внимания не обращаю. И вам всегда не говорю, не замечать на таких мелочей, даже от солнца смотрим, вкусняшка, позитивные эмоции. Вот. Немножко неприятно, у тебя время ограничено, в тот лягушатник я не хочу идти, там столько детей, он мелкий, вот. И получается, мы вдвоем поплавать толком не можем. А ограничения как бы необоснованные совершенно. Как бы непонятно зачем. В общем, мы с Полей успели еще и морожку съесть, и манго-сок попить. Берите манго-сок, обязательно очень вкусный. Пакетированный, но все равно очень вкусный. Так, все, под эту прекрасную музычку мы потом искупались, говорим пока-пока этому отелю. В целом все очень понравилось, все хорошо. Так, конечно, отель стоит своих денег. Вот, то есть если вариантов в принципе не будет, что еще посмотреть. То есть я бы сюда вернулся, все понравилось, и горки, и бассейны. По минусам все мелочи, конечно. Какой раз об этом говорю. То есть может кто-то подумает, что я такого раскритиковал. Вот, где-то там кто-то настроение подпортил немножечко. Из официантов, где-то еще какие-то нюансы. Так в целом отлично все. Но вот самолет кому мешает. А если кто их не переваривает, то будет так иногда слышно, когда меняет маршрут. Даже закрытые двери иногда очень слышно. А так в основном тоже тихо. Так, давайте финальный выход перед отъездом на балкон. Окинем взор. Это наша прыгалка, откуда Полина прыгала, ленивая речка. Детские зоны. В общем, мы все успели с Полей и на море поплавать, и в бассейне искупаться, и мороженое съесть, и попить манго-джус. Обязательно, кстати, берите, вкусно. Очень соки у них, хоть пакетированные, но очень вкусные. Все, говорим пока-пока этому отелю.
этой теплой погоде отправляемся в холодрыгу домой. Все, успели искупаться и в море, и в бассейне, и мороженое поесть. Все, увидимся с вами в следующих видео. Огромное вам всем удачи. И, как всегда, не замечательных мелочей. И пока. Так, в аэропорту можно также duty free поменять. Там, по-моему, 5% вам сделают. Ну, этот duty free, блин, tax free, точнее. Там что-то можно убрать в багаж, а что-то нельзя. Что-то нужно еще дальше будет показывать. Если более дорогое. Так, это у нас аэропорт Аль-Мактума, что и здесь, кстати, можно включиться к Wi-Fi вообще без всего. Просто заходите, выбираете и все. Понимаете, онлайн, даже ничего водить не надо. И пользуйтесь, скорость очень хорошая. Все контроли здесь прошли. Не торопитесь воду вынимать, потому что все вынимают. У нас не забрали ни у кого. У меня вообще-то воду, здесь по одной. Ну, конечно, как из Макдональдса, Дубай самый вкусный Макдональдс. И вот только в аэропорту мы до него добрались. Комбо стоит 30 дирхам, там что-то 800-900 рублей. Так, здесь же у нас еще есть duty free, напитки, духи, все есть. Ну, по цене везде как все обычно, не пойдем уже снимать, мы ничего не покупаем. Никогда. Давайте атмосферу вам полета уральскими авиалиниями в последние минуты горячего отдыха. Так, здесь у нас в эту сторону уже летим поновее. Кресло, салон поновее, только нас рассадили. Два тут не у окна, причем не чтобы дать 3 тут и один вот здесь. В общем, пипец.